Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Василя. Это канал вязания крючком. В этом мастер-классе мы свяжем вот такую вот шапку. Вязка очень простая и вяжется очень быстро. Можно связать такую шапочку за один вечер. Для вязания я использовала вот такую пряжу Alize Superlana Maxi. Это у меня серый цвет. Он под номером 87. И вот такую я использовала горчичного цвета пряжа. Здесь номер у нас 50. В моточках идет в 100 граммах 100 метров. 75% акрил и 25% шерсти. Вязала я ее в 2 нити. Если вы будете вязать одного цвета, то можно нить брать сразу с 2 мотков. Либо можно вязать в 2 нити с одного мотка. Для этого находим кончик нити. Вот он один. И второй мы берем с центра. Находим в центре кончик нити. И вот таким образом 2 нити вяжем. Крючок я использовала номер 12. Размер шапочки получился 24 на 25 сантиметров. С крючком номером 12 шапка получается объемная, мягкая. Если вы хотите, чтобы шапка сидела плотнее, то можете взять крючок номер 10. Либо можно меньшим крючком провязать только нижнюю часть. Тогда нижняя часть немного уменьшится в объеме. Также данную шапочку можно носить вот таким образом с отворотом. Выбирайте для себя подходящий вариант. Либо носите так, либо с отворотом. Итак, приступим к вязанию. Для начала мы делаем кольцо амигуруми. Укладываем нить вот таким образом на пальчики. Обхватываем. Крест-накрест. С обратной стороны придерживаем мизинчиком. Заводим крючок под первые 2 нити. Захватываем вторые. Кольцо отпускаем и данную петельку провязываем. И делаем еще 2 воздушные петли. 1, 2. В данное кольцо мы должны набрать 12 столбиков с накидом. Первый столбик у нас уже есть, он из воздушных петель. Далее делаем накид на крючок, заводим крючок в кольцо. Вытягиваем петлю, провязываем 2 петельки и еще 2. Итак, у нас уже 2 столбика. Далее снова повторяем точно так же. Провязали 12 столбиков, колечко затягиваем, тянем за нить, затянули. Далее делаем соединение. Вот у нас первый столбик из воздушных петель, крючок заводим вот сюда вот в эту петлю. И провязываем соединительную петельку. Далее снова набираем 3 воздушные петли. 1, 2 и 3. Во втором ряду у нас уже будут идти прибавки. Мы должны сделать 12 прибавок. Вот в каждой петли мы провязываем по 2 столбика. Здесь у нас уже есть первый столбик. Сюда провязываем еще 1 столбик с накидом. Далее в следующую провязываем тоже 2 столбика. Следующую. И так провязываем до конца.
во втором ряду должно получиться уже 24 столбика. Соединяем второй ряд. Вот у нас столбик из воздушных петель. Заводим крючок вот сюда. Делаем соединение и провязываем 3 воздушные петли. Далее в четвертом ряду мы также делаем 12 прибавок, только прибавки будут идти уже через один столбик. Сейчас мы провязываем еще один столбик вот сюда, делаем прибавку. Далее в следующую петлю мы провязываем один столбик с накидом. В следующую делаем прибавку, провязываем 2 столбика с накидом. Далее после 2 столбиков провязываем 1. Затем снова 2. И так чередуя довязываем до конца. В третьем ряду у нас должно получиться 36 столбиков. Вот такой у нас получается круг из 3 рядов. Круг должен быть ровным. Если вы вяжете первый раз, то желательно пересчитывать каждый ряд. В первом ряду у нас 12 столбиков, во втором 24 и в третьем 36. Последующие ряды мы будем уже вязать без прибавок, поэтому в каждом ряду будет уже по 36 столбиков. Вяжем четвертый ряд. В каждую петлю мы провязываем по одному столбику с накидом. Здесь у нас уже есть столбик. Далее в следующую провязываем столбик с накидом. Накид в следующую петлю. Провязали четвертый ряд. У нас края уже вот так вот приподнимаются наверх. Далее вяжем точно так же без прибавок в следующий ряд и потом уже меняем на нить другого цвета. Я провязала пятый ряд, сейчас буду соединять. Следующий ряд я буду вязать другим цветом, поэтому соединение делаем уже нитью другого цвета. Заводим крючок и вытягиваем петельку, делаем соединение. Далее уже вяжем 3 воздушные петли. Раз, два, три. И провязываем точно так же столбики с накидом в каждую петлю. Я провязала всего 9 рядов. Первые 3 у меня с прибавками. Далее получается 6 рядов без прибавок. В каждом ряду по 36 столбиков. Далее провязываем следующие ряды. Мы будем вязать уже столбики без накида. Вытягиваем петельку. Заводим крючок с обратной стороны вот сюда, вот под косичку. Вытягиваем. Здесь у нас образовались 2 нити. Заводим крючок под одну. Накидываем петельку на крючок. И затягиваем.
провязываем столбик. Вот так у нас внизу осталась такая вот полосочка. Далее мы будем провязывать захваты задней стеночки полупетли и провязывать столбики. Захватываем и провязываем столбик. Далее в следующую. По одному столбику, всего 36 столбиков. И вот так вот по краю у нас останется вот такая вот полосочка. Провязываем, это у нас 10 ряд, 11 и 12 ряд точно так же столбиками без накида. Соединение здесь делаем точно такое же, как я показывала. Вот я довязала, ниточку обрезаем, вытягиваем полностью. Можно взять иглу, чтобы продеть кончики, либо взять крючок поменьше. Заводим крючок вот сюда и вытягиваем. И далее заводим кончики нити вот сюда, в центр предыдущей косички. Все, вот таким образом мы сделали соединение. Наша шапочка готова. Остались какие-то вопросы, пишите в комментариях. Всем отвечу. Не забудьте подписаться на мой канал и смотрите другие мои мастер-классы.